студии Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег. Андрей Юрьевич, здравствуйте, рад вас видеть. День добрый. Перед вами гигантских размеров книга, красивая, большая, ваша. Да. А я в том смысле, что даже написанное мной, а не просто принесенное мной. Не ваша, я в смысле ваша, да, написанная вами. Извините, был неточен. Говорить мы сегодня будем, как всегда, о геополитических больших и геоэкономических проблемах. И я так понимаю, что тема тарифных войн и вообще стратегии и тактики Дональда Трампа сегодня основная. Да, потому что это просто замечательный пример для разбора такого явления, как торгово-экономические войны. Поскольку есть три базовых типа войн, мы уже это обсуждали: война за пространство, торгово-экономическая война или война за потоки, и война за умы или ментальная психоисторическая война. Но вот самое для нас сейчас интересное — это торгово-экономическая война, поскольку новый ее вариант разворачивается перед нашими глазами, и мы можем как раз понять изначально логику, понять принципы, и после этого уже анализировать, что происходит. То есть не погружаясь в текущие эмоции, в описание, кто что сделал, не уподобляясь аналитикам, которые осенью 23 года, когда началось противостояние Израиля с Хамас, с палестинцами, то есть вот эта вся эта история, каждый чуть ли не час отслеживали изменения и ждали, что сейчас это все рухнет. Когда, собственно говоря, логика говорила о том, что это все растянется надолго. Вот торгово-экономические войны, они ведутся по своей логике, они мало разобраны, поскольку, как правило, историки их не замечают. Войны экономические часто проходят так, что не вывелись в обычный конфликт военный, или им это все заканчивается, но само противостояние, сами тарифные ограничения, блокады, всевозможные варианты экономисты знают, смотрят, но только со своей точки зрения, не как войну, а как общее направление политики. И поэтому, когда Дональд Трамп ввел громадные пошлины, начал их повышать резко, все экономическое сообщество просто взвыло, потому что оно забыло за последние десятилетия, что пошлины являются нормой. Что мы, собственно говоря, жили столетиями в условиях постоянно высоких пошлин. Что вот низкие пошлины или их отсутствие — это история последних 30, по сути, лет, 30-40 лет. То есть когда в рамках глобализации было принято решение о том, что должно быть единое движение товаров и услуг, единое движение информации, единое движение капиталов, населения, информации, собственно говоря, все, технологии еще, ограничено технологии. И за счет этого многие воспринимают, что глобализм — это вот именно только так, иначе. А нет, правильно. Глобализм может быть разный. Даже объединение может быть разное. Может быть, например, свободное движение товаров и услуг, а все остальное закрыто. Как и жили во второй половине 20 века, когда, чтобы получить гражданство какой-то страны, нужно было прожить там чуть ли не десятилетия, плюс множество ограничений, очень внимательно все смотрели, и решения принимались каждый раз в ручном режиме. И вот это было нормой. И мы сейчас идем к тому, что границы закрываются, границы рушатся, и то, что делает Трамп, собственно говоря, это как раз очень яркая, красивая игра. Плюс то, что он делает, многие воспринимают без понимания происходящего. Не в длинных трендах, не на промежутках, а вот как здесь и сейчас. Условно говоря, вот есть сегодня новости, давайте их обсуждать. Не понимая, что эта игра надолго. То, что мы сейчас наблюдаем, если Китай не сдастся, поскольку всегда есть вариант, что один из противников просто сдастся и откатит назад, причем серьезно, эта история долгая. Это история в лучшем случае до конца года, а если это будет продолжаться, то где-то года на 2,5, а то и 3. Потому что это идет подготовка к противостоянию. Противостояние США и Китай. То, что мы увидели, собственно говоря, экономические войны, как уже мало разобраны, очень важно понимать, что у них другая логика. Если логика обычного противостояние за пространство, которое мы наблюдаем, например, вот на поле битвы, на наших исторических территориях, будем их называть так, новых, но исторических территориях, это традиционная война. С принципами, с подходами, с тем, что блицкриг 42 дня или 100 дней, с тем, что циклы временные сжаты по времени, что необходимо максимально сконцентрировать силу и ударить неожиданно. Вот войны торгово-экономические — это война по принципам загонной охоты. То есть, когда противник все время ставится в выбор между плохим и очень плохим. Нет варианта быстро победить. И блицкриг торгово-экономической войны — это или 9 месяцев, или 2-2,5 года. 9 месяцев — это разрушение текущих потоков. 2-2,5 года — это разрушение производственных комплексов.
Это ограничения, это борьба за стратегические точки, нарушение поставок. Причем важен постоянный темп. Изменения должны быть постоянны, без паузы, без возможности выйти за флажки. Классическим примером удачной для Запада торгово-экономической войны, которая практически закончилась нашим поражением, это газовая война 2014-2021 года. Собственно говоря, 7 лет. Торгово-экономические войны длятся в 7 лет или 14 лет. Просто по, скажем так, историческим наблюдениям. С чего мы начинали? Мы туда заходили, что цена на газ была $350 за 1000 кубов. Бери или плати. Ограничения на реэкспорт. Цены образуются от нефтяных мировых. И каждый раз нам ставили новое. Нам рассказывали, что вы должны быть хорошим, надежным поставщиком, и потихонечку был отказ от строительства газопроводов. 3-й энергопакет. Потом был запрет на перепродажу. Потом убрали «бери или плати». Индивидуальные условия начали убирать. То есть суды начали принимать решения против нас. И в итоге мы вылезли в 2021 году с условиями цена газа в районе $100-120 за 1000 кубов, разницу. Качай или плати, или задним числом куча, называется, ограничений. И последнее, что оставалось, это требование, чтобы мы разрешили экспорт газа природного из России разным компаниям. То есть, по сути, это была фактически, чтобы мы конкурировать начали между собой еще внутри. То есть, вот это был маслин. Но начался энергетический кризис, спровоцированный глупостью по зеленой энергетике, по разрушению. И эта ситуация откатилась. Потом началось общее противостояние, и мы про это забыли. Но нас практически довели уже до проигрыша. Шаг за шагом, постепенно. Другой пример неправильной экономической войны. 22 год. Собственно говоря, противостояние России и Запада, она велось в логике торгово-экономических войн. Вот то, что есть с Западом именно. То есть стратегический уровень — это именно торгово-экономическая война. Что мы наблюдали первые 3-4 месяца? Мы наблюдали глупость полнейшую. То есть мы наблюдали то, что Запад фактически, а это команда Джо Байдена, условно говоря, и те, кто с ним, поставили все на мгновенный блицкриг. То есть Россия блицкригом должна победить Украину, а потом Запад блицкригом побеждает нас. Они ввели против нас санкции за 3 недели, по сути. Все, которые надо было растягивать на месяца. Представьте себе момент, например, объявляется, что наши валютные резервы не замораживаются, а только в какой-то стране. Начинается судебное производство, на них вешается обременение, мы не можем их вывести, мы начинаем дергаться, мы начинаем из евро переводить, например, в фунты или швейцарские франки, потом в 10 переводим, это тоже блокируется. Происходит объявление, что закрываются все порты, кроме, например, прибалтийских. И мы начинаем всю логистику перестраивать на Прибалтику, тратим на это полгода, резервы, нервы, напряжение, все время отслеживая изменения, а потом и это закрывается. И вот таким изматывающим вариантом, собственно говоря, мы бы к концу 2022 года были бы психологически очень уставшие. Но этого не было. Они сразу ввели за 3, чуть больше 3, там дни практически было, абсолютно все. И посмотрите оставшиеся 3 года. Они ничего не могли добавить. Все их санкционные пакеты — это была распаковка того, что сделано раньше. Добавляли отдельных лиц, отдельные компании, но принципиально уже ничего сделать не получалось. Все. Это не торгово-экономическая война. Это какая-то ерунда получилась. То есть, по сути, они потеряли навыки торгово-экономических войн. И вот сейчас то, что начинает Трамп, по сути, это новый этап торгово-экономической войны, но то, как он начинается, мы видим, что уроки выучены, что решение принято, хотя бы потому, как это красиво пошло. Поскольку, когда говорят, что вот Трамп моргнул, друзья, стратегия в шахматах — это не детский мат. Это это не игра, когда вы выходите командой уровня Лиги Чемпионов против 3-й лиги, и вы одни ворота, 90 минут времени побеждаете, выносите, делаете, что творите. Это не футбол, это не игра, это не понять что. Настоящая игра — это тактика, это стратегия, это задумка, это глубина. Здесь взять паузу, здесь откатиться, здесь стать в защиту, здесь ударить неожиданно. И это все происходит. Собственно говоря, то, что сейчас делает Трамп, он взял очень высокий скоростной темп и растаскивает, по сути, оборону не всего мира, Китая. Могло сложиться впечатление, что Трамп бьет по всему миру, что он говорит, вот весь мир против меня.
Но посмотрите, как тактично он за несколько дней, по сути, выбил 75 стран из противостояния, которые сейчас, получив 10%, искренне этому радуются, просто вот... И готовы договариваться. Да, то есть это классические логики 90-х годов. Наехал, отъехал, зафиксировал. Вот он это сделал. Теперь над ними висит дамоклов меч введения санкций, введения ограничений, поскольку, на самом деле, это санкции, давайте называть как бы тарифы. Поднятие тарифов до уровня более высокого, причем они видят, как Трамп реагирует на Китай, как это быстро, резко делается. В их понимании он какой-то безумный, он не видит выгоду, он не понимает. А на самом деле в таких ситуациях вопрос, а кто за это все будет платить? Кто будет платить за высокие санкции? За высокие тарифы. У нас тут рассуждают, что это будет делать американский потребитель. Нет, друзья. Это будут делать потребители конечные стран, которые импортируют в США, и страны, которые получают экспорт из США. Ну, да. То есть он 2 раза заберет с тех, кто прогнется. С их потребителей. Вот они проиграют. То есть он обрушит и экономики там, и, собственно говоря, заберет дополнительными налогами. А рядовой американец как раз почувствует облегчение. Но не сразу. Нет, конечно, не мгновенно. Мгновенных процессов не бывает. Но, с другой стороны, склады забиты. Давайте, когда начинают отсчет, там, в течение скольких дней все это продлится, склады забиваются на месяца. Плюс всегда есть возможности что-то довести, есть возможности обходных маршрутов. Мы в 2022 году наблюдали, как экономика подстраивается под новые реалии. Когда у нас кричали, что, собственно говоря, посмотрите, кстати, когда вы смотрите прогнозы различных экономистов, рассказывающих, как все будет там хорошо-плохо, посмотрите, что они говорили в 2022 году в начале. Сравните с тем, что получилось в реальности, вы поймете, насколько они понимают вообще происходящие события. Одни говорили, что мы сейчас умрем, другие ничего не говорили, потому что не понимали, как это происходит. На самом деле было четко понятно, что от 2 до 6 месяцев основные потоки мы перестроим. То есть, когда были введены первые 3-4 недели вот всего этого безобразия, стало понятно, что блицкриг 9 месяцев мы проскочим. И мы его проскочили, мы его не заметили. И 2-2,5 года мы проскочили. У нас не было проблем с тем, что производство просто останавливается из-за того, что нету ни запчастей, ни оборудования, ничего починить невозможно. Оно прошло. И, то есть стратегическую ошибку допустили не мы, а конечно. С нами. Ну да. Когда я первые недели наблюдал, как это все вводится, я был в тихом шоке, потому что ожидать такой глупости, когда они, по сути, игру, которую можно было довести, то есть нас можно было давить аккуратно, постепенно, и это очень тяжелая была борьба. Мы бы не проиграли, но нам бы это стоило в разы дороже, просто приспосабливаясь под постоянно меняющиеся требования. Они, да, сразу показали практически дно, и дальше мы уже строили от этого дна. Андрей, тогда вопрос встречный. Если это так, то есть если мы понимаем, будем говорить о том, что мы вот понимаем, что, например, да, наш противник, геополитический противник, выбрал ту самую тактику, про которую вы говорите, да, постепенного удушения. Ведь это удушение и мы могли просчитать в этой ситуации, понимая, да, что нас будут душить постепенно, а не сразу, как они это сделали. В том-то и проблема для них. Что они сделали ошибку, сделали глупость. Мы, рассчитывая на противостояние, собственно говоря, этот момент был понятен, когда стало ощущение, что время станет работать на нас. В начале лета 2022 года, когда по всем, мы сейчас уже информацию, называется, в публичное пространство вышли, четко понимаем, что была готовность к встречному движению вперед, к тому, что да, это бы стоило громадное количество, это были бы и жертвы, это была бы и цена совершенно другая. Но было принято решение, время работает на нас, мы переходим в войну на истощение, и мы остановились, стали в оборону, поскольку в обороне потерь меньше. И это было начало лета, собственно, когда было просчитано, когда стало понятно, что они не готовы. Плюс стало понятно по времени, что у нас есть плюс год от текущего момента, поскольку быстрее запустить ВПК на Западе не смогут. Поскольку они его не запускали, этот год все время уходит. Он и сейчас год. Даже больше, поскольку понятно, что Америка не будет под вот это запускать свой ВПК. Там уже лет на 5-7 прошло, чтобы хоть что-то запустить в Европе. То есть вот такой вот момент, вот мы это все смотрим. И война перешла в режим именно войны на истощение. Они с дуру решили применять принципы войны за пространство, традиционной войны, к войне экономической. Результат стал никакой. Это может быть как раз потому, что они понимали, что у них нет ресурса на войну, для войны на истощение. Она была. Она четко, они просто не поняли. Они разучились. То есть те, кто тогда принимал решения на Западе, это
команда Байдена, условно говоря, вот это вот люди, которые... Понимаете, уровень команды Байдена, они, когда уходил Обама, второй срок, они уходили на пенсию, все. Они вернулись, но следующее поколение демократов, они их разнесли. Причем технично, не потому, что хотели, а по причине того, что уровень деградации, качества ушел очень низко. То есть те управленческие решения, которые делали, но когда Камала Харрис, которая провалила абсолютно все, что она как вице-президент должна была сделать, все задачи, и вот у нее такая же команда, вот эти люди принимают решения, и стоящие за ними, про Европу мы вообще молчим. И мы можем сравнить, что делает Трамп. А Трамп другое делает. Сейчас Трамп вот перед уже Трампом запускает. можно еще один вопрос в связи с этим? Что получается? Наполеон, когда входил в Россию, блицкриг. Гитлер, когда пытался блицкриг. То есть всегда первоначальная идея все равно был блицкриг. То есть попытка быстрого разгрома. Это были блицкриги военные, да. Это другие были. Ну, я имею в виду, что ведь воевать с Россией на истощение, это никогда не приносило нашим противникам успеха. Это всегда заканчивалось одинаково. С Китаем тоже воевать на истощение всегда было бессмысленно, но в современном мире все по-другому. Да, я простите, что... Вопрос на самом деле очень правильный. В чем проблема? Когда мы говорим, например, про стратегию Китая, нам нужно будет сейчас переходить к нему, просто потому что сейчас это текущее. Там есть куча стратегем, есть умные люди, которые это все расписывают. Как у нас есть современное деградантное искусство, где ты смотришь и не понимаешь, что это, а рядом находится лист, где убористым почерком написано куча умных слов, из серии «Мы реинкарнация, предтечи», сейчас вот тут нарисовали, абстрактно вошли, вот это вот отражение монады на современный мир, ты смотришь, думаешь, что это за набор идиотизмов, то есть потому что, как по третьему званию психолог, я понимаю, что это бредовое расстройство психики, потому что вот такая вот вещь. Это просто анамнез классический. Они так не думают, да. Они могут так и не думать, но человек больной так и не думает, но он творит, называется. И когда мы вот это вот наблюдаем, объяснение, попытки, почему мир такой, не такой. Они пытались нарисовать такую картинку. Они пытались взять нас на испуг, на блицкриг. То есть, они до сих пор еще, многие из них, не понимают, что Россия не глупые туземцы, которые ни на что не способны, которые глупее их. То есть, они даже отрефлексировать не могут свой уровень и то, что они... что мы не можем быть ниже, как это происходит. Они не видят картинки. Она слишком сложна. Для этого цирка эти представления слишком сложны. Условно говоря, когда вы выходите с балетом в сельском ДК, может быть, пара специалистов местных, называется, которые увлечены, фанатов, там найдутся. Но основное большинство людей будет не понимать, что это. Именно культурный уровень, тут интеллектуальный уровень никакущий. Поэтому, что мы можем сказать? Посочувствовать тому, какие они являются, что они натворили, что то, что они сделали, то, как они воспринимали этот мир, это их проблемы и наше счастье. Я думаю, что... У нас в разы просто было меньше ресурсов, чем у Запада. А с Китаем, Китай всю дорогу живет, в принципе, на самом деле, обезьяны, который сидит и ждет врагов. Просто они привыкли, что регулярно приходят варвары, захватывают их, несколько десятилетий перут на этом, потом теряют пассионарность, растворяются в китайцы их всех вырезают и ждут новых варваров. И для них Запад сейчас такие варвары. Как и мы, тоже часть для них Запада, такие же варвары, просто чуть-чуть другие, но тоже оттуда пришедшие, ментально. Есть выступления, где довольно четко они это прекрасно на своем уровне говорят. Проблема в другом. Раньше все эти политические и ментальные особенности не затрагивали Китай, не уходили в народ. А сейчас у тебя есть интернет, у тебя есть возможность, у тебя есть система образования, и ты можешь лет на 10-15, взяв под контроль систему образования, поменять просто алфавит, вести не иероглифы, а письмо, промыть мозги через интернет, давая нужную пропаганду, у тебя Китай разлетится. И по-хорошему, если Китай сейчас проигрывает США и распадается на части, обратно он, дай бог, соберется процентов 50 от него по площади. Потому что все эти южнокитайские, на самом деле, китайцев, ханьцев, как у него, ханьцы 92%, 91%. Нет, друзья. Северокитайский диалект 61%. А все остальное
там 7-8 групп диалектов. Это южнокитайские диалекты, и только потом нацменьшинство. Андрей Ильич, просто хотелось бы тему Китая начать, что называется, с нуля, да, сначала, со второй части, у нас примерно минута. Я еще просто для уточнения, мне кажется, это интересно будет понять и нашим слушателям. Вот, возвращаясь, опять же, к историческим аналогиям, ведь всякий раз Россия, вступая вот в эту самую войну на истощение, всякий раз мобилизовывалась, и эти ресурсы находила в себе не сразу. То есть мы всякий раз входили, получали проблемы и постепенно наращивали. И сейчас есть абсолютно правильное замечание. Это замечание, вопрос. Действительно, у России, у русских, есть замечательная черта мобилизации. Она идет набегающей волной. То есть каждая следующая волна все больше, больше и больше затрагивает. Не моментально сразу, и все, нет резервов. А мы потихоньку, мы разгоняемся. И поэтому, когда Россия разгоняется, мобилизация, причем это во всех направлениях, что экономика, что военное дело, что смысловое, у нас идет наполнение. И мы можем четко понять, вот стратегия — это умение, когда боковой вариант, когда второстепенный вариант становится основным. Вовремя поменять стратегию. Вот это у нас очень развито. Когда у нас всего пару раз в истории, когда мы не могли это сделать, вроде Японской войны, все остальные моменты, ну и Первую мировую называется, это было наполнение, и мы каждый раз именно вот волнами, перехлестывая, побеждали. Мы как бы экскурс в историю и про Россию на этом остановимся. Ну, а сразу после новостей поговорим уже о текущем моменте, о том, что сейчас делает Трамп, и получится у него или нет. Андрей Юрьевич, продолжайте. Да, мы остановились, вернее, закончили исторический экскурс в историю России, связанный с тем, как нас пытались разными способами поставить на колени в торгово-экономическом и в военном смысле. Теперь переходим к настоящему, да? Или еще? Настоящее великолепно, поскольку то, что, да, делает Трамп, смотрите, он фактически за несколько дней смог запустить торговую войну, причем он ввел, по сути, блокаду против Китая. Вот эти вот все пошлины, это запретительные пошлины, это разрушение. Но он сделал это красиво. Он не получил мотив, он дал повод, они среагировали. То есть он чист с точки зрения и истории, и текущих наблюдателей. Все, что происходит, собственно говоря, оно логично теперь. Он хотел как лучше, а они вот так вот не оценили его мотива. Плюс 75 стран уже получили плюс 10% к пошлинам. Дико этому рады. Боятся получить больше, поскольку 90 дней теперь из них будут выжимать. И мы не знаем, что они под это отдадут, поскольку отдадут они, скорее всего, даже больше, чем те пошлины, которые на них могут ввести. Просто боясь, что будет усиление. Поскольку если Владимир Владимирович ведет переговоры в стиле «каждый следующий шаг все хуже и хуже для противной стороны», дожидаясь, когда это может быть, здесь будет жестко. Здесь будет в логике выставления ультиматума, зажима, то есть классическая бизнес-логика, причем бизнес-логика очень жесткая, хищная. То есть вот нужно четко понимать вот это вот. И мы смотрим на все происходящее, как это вот происходит, и пытаемся найти какие-то тонкие моменты здесь сейчас нет. Он уже получил 10%. Он уже 75 стран вывел в то, что они будут смотреть ему в рот и боятся ослушаться. Он сказал целовать его в зад. Ну, извините, да. Просто я не хотел в эфире, называется, вот такие вот туда переходить. Как бы он показал им их место, называется. Он их вот так вот задавил. Сейчас он будет давить остальных. Из разговора Америка против всего мира превратилась в Америка против Китая. Причем, обратите внимание, Россия из этого была выведена до начала, прекрасно понимая, что Россия это как раз может принципиально встать в позу и сказать, а мы будем сопротивляться. Вот с Россией надо договариваться. Вот этих, условно говоря, он ушатает, вот этих надо уничтожить, а Россия относится к тем, с кем надо договариваться. Хорошие ребята. Что мы, называется, будем, то есть как бы там. А дальше начинается игра. А дальше начинается наслаждение процессом. Дальше он начинает играть и говорит, что он хорошо относится к Си Цзиньпину, то есть какие-то красивые слова. То есть он играет, он наслаждается происходящим, он уронил рынки, он их поднял, собственно. И это замечательно. И процесс, который мы сейчас наблюдаем, это не ближайшие несколько дней, недель. Да, конечно, есть вариант, что Китай сдастся, но Китай становится в ситуацию жертвы, которые начинают загонять. И сейчас он будет шаг за шагом делать ограничения. Вводить, делая выбор между плохим и очень плохим, как вел сейчас. По сути, он их подтолкнул к прекращению, по сути, торговых отношений с Америкой. Сейчас он начнет продавливать всех остальных. И это будет очень интересная игра. Ну, а дальше как Китаю из этого выходить?
отсидеться не получится. Они очень связаны, они очень между собой связаны экономически. И США, и Китай. Разорвать тяжело, но надо. У них нет возможности оставить как есть. А дальше мы будем наблюдать картину под названием «Флажки», «Загонная охота», «Долгая история», склады, запасы. Да, Китай сейчас может попытаться дергаться. Но, понимаете, многие вещи рассчитаны, многие вещи делают только хуже. Единственный способ выйти из загонной охоты — это выпрыгивать за флажки. То есть, когда тебе дают выбор между плохим и очень плохим, находить просто плохое, но другое, ломая игру, заставляя заново ставить эти флажки. Собственно говоря, что делала Россия последние 3 года? Любые попытки нас ограничить, то цену на нефть пытались $60 ограничить, обошли, то еще какие-то ограничения, обошли. И вот мы каждый раз выпрыгивали за флажки. Собственно говоря, начало 22 года это был выход за флажки, когда нам дали выбор плохой. Вы сдаете ЛДНР, очень плохой. Мы начинаем пытаться взять за вас еще и Крым. А мы выбрали другой вариант. Выбрали плохой вариант, но противостояние мы приняли бой, и они были в шоке. Потому что по их моделям этого не должно было быть. И вот Россия своей непредсказуемостью и умением ждать, умением ловить момент, каждый раз это тянуло. И фактически мы уже победили. То, что, собственно говоря, в начале 24 года сказал, что мы победили, нам нужно теперь просто довести до победы, потому что, друзья, мы проскочили 2 блицкрига срока, дальше дотянуть нас по экономической войне не получится. Все, что происходит на земле, это оперативный уровень, стратегический был торгово-экономический. Нам надо просто довести. И сейчас это признают уже там. То есть, когда Такер Карлсон прямым текстом это говорит, что все, Америка проиграла здесь, то есть, друзья, тогда стало понятно. Война перешла в войну за ресурсы, у Америки проблемы с Китаем, которые нужно сбивать, время ограничено, время работает на нас, вышли. У Китая нет такой возможности. Китай очень хрупок. У Китая проблем, на самом деле, внутренних больше, чем у США и Европы вместе взятых. А тогда вопрос, поймаю вас вот тут, как говорят, на вдохе, да? Вот не все же говорят о том, что Китай хрупок. Очень часто во многих аналитических материалах, и читал это неоднократно, говорят о том, что Китай как раз настолько мощный сейчас, что, мол, Китай выиграет войну с США, и вообще об этом говорят, что зря вот Трамп в это ввязался, потому что с Китаем, мол, шутки плохи, первая экономика мира и все такое. Про хрупкость Китая говорят очень редко. Когда у человека есть речь, и он не является человеком неспособным вообще немым, он может говорить. Говорить может все, что угодно. И вы говорите, да. Особенно, да, когда геополитические прогнозы делаются из окна пекинского отеля, они очень хорошо страдают дикой политизированной объективностью. Они могут быть из окна Тайбэя, например. То есть тоже политический прогноз. Смотрите, кто это говорит, как это говорит, какие были прогнозы. Друзья, самое важное в прогностике — это предсказательная сила, которую можно посмотреть. 3, 5, 10 лет назад посмотрите, что люди говорили. Если люди 5 лет назад не видели возможностей для текущего мира, о чем мы говорим? Что изменилось в их моделях? Что они осознали по-другому? Мы можем как-нибудь обсудить проблемы Китая. Мы обсуждали там и экономическая специфика, и в общем, он очень хрупкий. Это нужно долго рассказывать. То есть Трамп это понимает, я вот к чему веду. Трамп это понимает. Трамп это хорошо понимает. И он понимает, что время работает не на Китай. И Китай проблема в том, что это понимает. Вот реально понимает, они очень боятся, они тянут время по их моделям. А беда в том, что, войдя в экономическую войну, у тебя вариант единственный. В ней выиграть — это выпрыгивать за флажки. Делать неожиданные жесткие действия, которых не ждут, которые ломают игру. То, что делаем шаблоны. Мы. Да. Что может сейчас делать Китай? Сейчас будет предложение... Что-то запретить, что-то не перестать ввозить, как он сейчас там редкоземельный. Это ждут. Это да. Он не может перекрыть весь мир. Мир-то открыт, он не может полностью перекрыться. То есть то, что спасло Россию, то, что мир стал слишком связан, будет играть и на Америку. Плюс Америка, скорее всего, запасы сделала достаточные. По многим позициям, просто стратегически. Мы сейчас рассуждаем, как будто по моменту все закрывается. Друзья, складские запасы. Мы не знаем, какие они, мы не знаем, как это идет. Дальше очень важный момент, когда мы вообще эти все ситуации раскладываем, смотрим. Воля. В Китае нет воли. Для борьбы. Они привыкли пересиживать.
Да, они сейчас, например, могут сказать, вот кто-то говорят уже, начали разговор, сейчас они возьмут и обвалят, начнут распродавать американские казначейки, обвалят рынок. Друзья, Трамп ждет этого. Трамп искренне будет рад, если Китай это возьмет. Во-первых, как бы это будет повод еще раз ударить по вот этому перегретому пузырю и спустить, поскольку, ну, смотрите, основные проигравшие будут держатели вот этих всех бумажных денег, активов. Они проиграют. Старые элиты имеют активы материальные. Простое население не имеет ничего, и им надо помогать, что Трамп будет делать, собственно говоря. А вот эти вот все потеряют. И будет повод. Китай дурной. Плюс в любой момент... То есть Китай будет играть на Трампа как представитель старых элит. Если он будет раскачивать, он будет раскачивать, все будут качать. У него вариантов, как бы, у него, ну, понимая их логику, они все равно дернутся. Как только они это начинают делать, вдруг выясняется, что большой долг — это проблема не кредитора, не должника, а кредитора. Его надо как-то получить, да? Да. А валютные все вещи, мы это увидели в 2022 году, это система с двумя ключами. В любой момент могут повернуть, потому что нету палетов громадных с миллиардами, там, триллионами долларов, которые на самолетах привезли в Китай. Это виртуальные цифры на счетах в банках, корреспондентских счетах. Вот вы пытаетесь их куда-то вывести, перевести, а они все равно идут через банки США. И США просто вводят мораторий, запрет на движение. Сейчас проходят суды в Америке, вот по щелчку, они вдруг усиливаются так, на первый. И принимается решение, что в ковидных всех делах виноват Китай. Они подготовили все вещи. Они в любой момент могут запустить. Вопрос нескольких дней вынесения решений с наложением запрета на движение валютных резервов в обеспечение ущерба. А ущерб не... Ну, какое количество триллионов долларов можно насчитать ущерба? Все. И остановили. Никаких конфискаций, ничего, друзья, никакой заморозки. Просто обеспечение по судам. И это все прекращается. И нету валютных резервов у Китая. Вот для примера. Просто тут мир очень сложен. Вот все простые решения, мы сделаем вот это, не работают. Там куча обратных связей, множество рефлексий. И когда с этой стороны находятся жесткие люди, готовые рушить, а Трамп готов рушить. Он в своей среде. Это человек, который вырос в бизнесе постоянно агрессивным, который несколько раз банкротился, который брал сверхрисковые предприятия и вытягивал их. То есть там помимо банкротства у него есть шикарнейшая история успехов. И он это делает. У него команда такая же. Плюс, когда говорят, что Трамп плохой стратег, ну, у нас просто, знаете, у нас десятилетиями говорили, что Владимир Владимирович Путин замечательный тактик, но плохой стратег. И все говорят, друзья, нет. Друзья, ни в коем случае. Посмотри, а вот сейчас мы когда... Вот сейчас это уже звучит идиотски, поскольку когда 25 лет шла подготовка к противостоянию, когда работа шла на всякий случай, когда эти госкорпорации, госкомпании, ядро экономики было создано, когда с 2014 года мы готовились к противостоянию, когда были запущены гиперзвук и много еще чего, и мы сейчас смотрим, ну, друзья, любая теория вероятности говорит, что вероятность, что это сечение тактических решений, она будет 0,0 и туда уходящая. Это интуиция, это продумано, то есть это сложная вот вещь. Да, это не было ситуации, что там, в 2000 году он понимал всю картину 25 года. Но четкое понимание движения, интуитивное... Трендов. Да, условно говоря, у меня понимание, что вот расклад тот, который вот сейчас происходит, что мы принимаем бой, мы будем бороться, появился где-то в середине 2019 года. Просто на уровне обращения, разница между ответами президента на вопросы, там стало понятно, что вот просто ну, на уровне интуиции, вот тут я даже написал тогда заметку, просто вот понимание, что вот там решение принято. Мы не понимаем, какое, но это вот решение то, что сейчас вход в новый мир будет. И вот вы просили предупредить? У нас же в конце концов всегда... Сейчас тогда про Трампа. Трамп тоже человек, который прошел, по сути, 4 года. Во-первых, он первый срок президентства вышел, второй 4 года его ломали, ему ограничивали, но он смог пройти, сплотить под себя партию, республиканскую, зачистить ее под себя, собрать команду, провести ее, победить, и сейчас быстро, четко, нарезая просто задачи. Друзья, это называется стратегия. Это не тактика, это не оперативное искусство. Это что-то с чем-то, то есть как бы как он делает резко, красиво, как он открывает степени свободы, просто вот то, что было невозможно, сейчас открывается, потому что это постоянно... А где-то закрывается. Да, то есть это меняется правила игры сходу. Причем расширяя, усложняя картину, усложняя противникам. Китай в этом не справится.
Вот сейчас, если Китай не начнет резко по-другому думать, если он не начнет ломать картину, ломать себя, не пытаться пересидеть, он в итоге проиграет. Будет ли это в ближайшие 9 месяцев или 2-2,5 года, то есть как бы вопрос. Да, потом это может выйти в вооруженное противостояние, скорее всего, к этому все Очень придет. хочется задать вам еще один вопрос, Да, буквально, давайте. ну хотя бы еще на минутку. А что значит проиграет, на ваш взгляд? Что это будет означать для Китая? Ну, коротко, если. То есть вот что будет этим поражением? Отдаст все проекты мировые, замкнется на себе, согласится на обрушение экономики, на социально-экономическую катастрофу. А даже так? Он распадется. Если он сейчас не выигрывает, понимаете, его не будет. Сейчас вопрос выживания идет и Китая, и США. А задача России сделать так, чтобы, ну я спортивным языком скажу, чтобы Соединенные Штаты не победили, а Китай не проиграл. Ничья. Нет. Ни чуть-чуть не хватило до победы, и то, что там не 3-1-0 очков, нет, чуть-чуть не хватило до победы, и в итоге вот это вот ощущение, что ресурсов потрачено больше, чем получено, а здесь еле отползли, но не вышли из игры. То есть в эмоциональном смысле, Конечно. да, вы имеете в виду, условно да? говоря, боевая ничья с кучей травм и красных карточек. Феерично. Вот Да, наша и задача все сейчас... довольны. Мы довольны, понимаете? Мы-то да. Мы сейчас это все наблюдаем. Знаете, вот ощущение, вот как будто мы вышли уже из группы, или на первом месте мы победили, а это борьба за второе место. Вот две команды схлестнулись, вот огонь и пламя просто. Вот эта вот фееричная игра будет. Но мы можем единственное, кто наблюдать этого без эмоций, просто радуясь красивой игре. Нас любой результат, по сути, будет приемлемый. Идеально, конечно, вот поломались все, называется, с карточками. Но вот мы сейчас в этом состоянии. Мы столько лет шли через кучу валидольных матчей, через вот эту вот боль, сложность. Ну, как называется, спартакскому болельщику, мне это более чем знакомо называется, вот это понимание вот этих вот всех вещей. И мы дошли до этого вот. Не травите душу. Да, называется. И вот оно. И вот она красота называется. И мы смотрим на красивый футбол, на красивую игру, на красивый вот этот вот любой вид спорта и просто наслаждаемся. Давайте понаслаждаемся той вашей рубрикой, страничкой, да, на которой у нас еще 6 минут. Да. Да. Методология, как мы говорится, геостратегия, как думать, как разбираться. Есть такая вещь, как экстраполяция, для аналитики, экстраполяция и простые модели и тренды. То есть есть ограниченное количество вопросов, которые можно просто переносить, когда не сильно меняется картина. Это тоже нужно уметь. Но когда будущее является чуть лучше или чуть худшим вариантом настоящего, ограничены по времени. Сейчас этого нет, сразу сейчас скажу. Но бывают промежутки времени, когда история спокойна, когда вот так не баламутится, когда каждый день не приносит что-то новое, когда мы примерно можем сказать, что вот то, что есть, и будет двигаться. Когда тренды ясны. Когда мы понимаем, что все зависит от экономики, все зависит от военной силы. Вот это тоже нужно уметь. Когда мы можем по предыдущим точкам построить, как оно будет. То есть мы говорим, что вот есть сейчас тренд, вот он проявлен, и он будет двигаться. Условно, последние 30 лет, описывая, например, Европу, мы могли это сказать. Мы видели, что происходит культурное вырождение, что происходит вынос экономики, и мы могли нарисовать, к чему это приведет, что это приведет к катастрофе потом. Мы могли посмотреть, что Китай усиливается, и четко сказать, что, друзья, если правила игры меняться не будут, плюс еще 10 лет от сегодняшнего момента, и Китай полностью захватит контроль над миром. Просто потому, что экономические инструменты перейдут во все остальное. Но ему это не дали. И очень важно научиться вот это видеть. Когда есть возможность текущий тренд продлить, а когда нет. Вот беда в том, что у нас абсолютно вот это как раз учатся делать, а все остальное нет. Попробуйте взять исторически, вот как это развить. Берем исторический пример и пытаемся понять, какие тренды, вот период какой-то, были тогда максимально важны. Последние 30 лет экономика, все остальное было вторичным. Предыдущие 30 лет холодная война. Была ли важна экономика? Да, но не все самое. Смыслы. Это было противостояние двух систем. Когда страны переходили из одного лагеря в другой идеологически и начинали строить. Это была именно борьба смыслов. И это было ключевое. Берем период начала первой половины 20 века. Война, вооружение, экономика, прямые столкновения. Вот сейчас мы входим в период прямых столкновений, войн и катастроф. Традиционно, и это становится ключевым. Ранг трендов. Является, например, сейчас демография важной. Нам кого-то исторически, важно.
Ну, смотрите, замечательный момент. Индекс фертильности, то есть количество детей на одну женщину в середине 20 века был 5 детей. Сейчас в среднем по миру 2,3. Воспроизводство 2,13. И он падает везде по миру. То, что нам рассказывали, что это крах Советского Союза, после краха Советского Союза, это общий тренд. В Китае 10 лет назад больше 18 миллионов детей родилось. В 2024 году 9. Ну да, они же ввели... Они, наоборот, они убрали принцип «одна семья, один ребенок». Уже, да. Да, вот они в тот момент убрали, они начали мотивировать, они начали давать деньги, поощрять, давать команду. Партия сказала китайцам рожать. Индекс фертильности упал до 1,2. Все, вырождение, смерть нации, по сути, вот идет. К третьему переходу идем, но не тому третьему демографическому движению, а другому. В 50-е, 60-е годы, 50-е годы, человечество выйдет на полку. 10-10,5 миллиардов. По разным моделям оно плывет. И начнется снижение. Поиск новой структуры. Арабские страны, исламский мир сейчас. Индекс фертильности меньше 3. И падает. Если убираем Ливию, Ливию, кстати, может, там 2,7, по-моему, убираем Сомали и прочее, там хорошо идет вниз. В Турции индекс фертильности меньше 2 на всех провинциях, кроме курдских, где курды там в горах дикие, там больше 2, везде ниже. И в Иране ниже 2. То есть все, исламский мир тоже останавливается. Это про экстраполяцию. Это просто для экстраполяции. Случае, то есть мы должны сейчас нарисовать вот тренд падающий, сказать, вот так вот будет. И до какого периода? Ближайшие десятилетия, да. Потому что мы сейчас, например, ищем третий демографический переход. В том, когда люди осознают, что нужно рожать, что нельзя жить сами по себе, еще дальше и дальше уменьшаться, как сейчас происходит у одного ребенка. Да, это смыслы. Нужно обрести смыслы. Нужно понять, для чего это будет. Здесь сложнее, чем просто архаика, религия. Этот тренд нужно поймать. Вот нужно его сейчас учитывать. Да. Нужно ли учитывать, что сейчас толпы неоварваров пойдут? Нет, друзья. Мир распадается на части. Вот это уже нельзя. Но когда принципы, законы устаканиваются, становятся стабильными, вот тогда нам надо идти уже по этим принципам. Вот нужно научиться вылавливать основное, четко понимать, как в математике говорится, область допустимых значений, где это работает, где это нет. А после этого, собственно говоря, если у вас область допустимых значений, имея предыдущие 10 точек, вы можете спрогнозировать математически еще 2. Ну, это функция, это прямо функция. Конечно, да. Вот уметь это тоже надо. Если вы это не умеете, какие... Это прямо сейчас с вашей стороны был удар по гуманитарному образованию в силу, в пользу математического. У меня первая информационная безопасность, крипты, да, тут Все понятно. Конечно. Андреевич, на самом деле, вот сейчас прям жалко, что программа заканчивается. Хотелось до этого было нет? Нет, вот в этой части... Нет, до этого тоже, но я имею в виду, мы остановились прямо на середине этого процесса, и хотелось бы, конечно, в следующий раз, дай бог, это буду я, вот именно я, вот вместе с вами, очень хотелось бы эту тему продолжить. Спасибо вам огромное, очень интересно, очень, правда, интересно.